Всем привет! В предыдущем видео я рассказывал о магнитоле на системе Android с процессором 8227. Помните, видео в основном касалось проверки параметров этого устройства и возможности открыть спор на AliExpress о несоответствии параметров. Как мы помним, у нас был заявлен Android 8.1, а по факту Android 6 был, и памяти вместо 2 гигабайт оказалось 1. Ну, забегая вперед, что скажу сразу, видео приложил. На AliExpress потребовал возмещения $30. AliExpress встречное предложение с продавцом выставили $25, либо отправка магнитолы обратно с возвратом полной суммы. Отправка, естественно, не бесплатная. Я предпочел взять $25. Нормально вполне. То есть мне, в принципе, она устроила. Сегодня мы рассмотрим в видео такой вопрос, как снять полный дамп прошивки. Для чего это нужно делать? Я хочу следующим шагом поставить root на магнитолу, поставить модифицированный рекавери для установки того же SuperSU или каких-то патчей. Но для этого нам нужно будет сначала слить полный дамп прошивки, потому что если пойдет что-то не так, его зальем обратно и восстановим полностью работоспособность магнитолы. Скажем так, как поднять кирпич. Приступим. Что нам для этого нужно сделать, чтобы слить полный дамп прошивки? Общеизвестную программку для работы с аппаратами на процессоре МТК, FlashTool. Как мы помним, когда в предыдущем видео показывал, как надо проверять память. Вот та же самая программа. Запускаем программу FlashTool. Конкретно эта версия, видите, вот 19.24, но она так более-менее работоспособная. Но еще раз повторюсь, что должны стоять на драйвера для вашей системы Windows, на прелоудер, ну и сама программа. Внизу под видео дам ссылку на ветку на сайте 4PDA, что касается этих магнитол, ну, с этими процессорами и с теми параметрами, которые есть. Там найдете драйвера, там найдете работоспособные версии флеш-тула, потому что некоторые могут не работать, некоторые могут глючить. Там почитайте. Естественно, конечно, надо на 4PDA зарегистрироваться. Ну, если вы так или иначе имели дело с мобильными устройствами, вы наверняка это, кстати, знаете, а может даже зарегистрировались. Ну, как я и сказал, ссылку дам. Запускаем флеш-тул. Для того, чтобы слить прошивку, нам нужно в папку с флеш-тулом поместить файл, скатовский файл. Ну, он, в принципе, нужен необходимый только для наличия, чтобы его слить. Также в эту папочку нужно поместить, вот, выбираем наш файл. Ну, файл имеется таким же процессором, как и у нас. Вы можете взять ветки своего устройства на том же сайте 4PDA. И тут же в папочке должен находиться файл preloader. Preloader, он нужен для чего? Ну, вообще, делаю ремарку, не со своим прелоудером лучше дела не имейте. Прелоудер загрузчик, можно получить кирпич. Он нужен только для того, чтобы поставить вот эту галочку. Ну, для того, чтобы нам слить полный образ нашего устройства. То есть, в принципе, без прелоудера галочка может быть неактивна. На старых версиях были активны, но на новых версиях флеш-тула они уже не активны. То есть он нужен просто по факту. То есть после того, как слили дамп памяти, чужой прелоудер лучше удалить. Да и скатер тоже удалите, потому что вытащите потом из своего дампа ваш скатер файл, ну, разбивка разделов и так далее. Что мы делаем дальше? Поставили мы, значит, галочку на прелоудере. Заходим в папочку Memory Test. Помним, да, когда мы проверяли наличие памяти, делаем те же самые действия. Снимаем галочки
на всех пунктах, кроме RAM-теста. Оставляем. Запускаем старт. Подключаем наше устройство через переходник. Ну вот он, переходник папа, да? USB разъем. 4-пиновый, как я уже говорил, включаем. Делаем те же самые действия, что и видео по памяти. Те же самые действия сейчас получатся. То есть FlashTools считает память нашу. Теперь можно отключить. Смотрим. Ну, как вы помните, да, вот наша память, которая была в предыдущем тесте. Обращались мы, кто хотел, спор на AliExpress, если не соответствует вашим параметрам. Сейчас нам интересует вот этот раздел. Раздел EMS. Вот он. И нас интересуют разделы, которые не нулевые. То есть в данном случае это раздел boot 1. Вот видите, не нулевой размер. boot 2. Тоже не нулевой размер. Дальше раздел, регион RPMB. Тоже не нулевой. Видите, вот они размеры стоят в скобочках, да? И остальные нулевые, последний, юзеровский. В принципе, он самый большой, 29 гиг. То есть, в принципе, там все забито, основные параметры всей системы. Что мы делаем? Копируем не нулевые разделы в блокнот. Вот я сделал сразу, чтобы не тратить времени. Вот они, видите? 4 раздела. boot 1, boot 2, RPMB и user. Скопировали. Дальше. Идем во вкладку Readback. Нажимаем на Add, добавить. Выползла строчка и тыкаемся на нее. Выбираем, где будем сохранять наш дамп слитый. Вот я сделал папку дамп. Дальше название. Ну, а по умолчанию предлагается обычно название стандартное, там, room 0, 1, 2. Ну, можете свое название сделать, но лучше оставить по умолчанию. То есть каждый регион, каждую секцию он будет сам называть. Первый мы будем сказать вот room 0. Сохраняем и дальше выбираем настройки этого раздела, который будем скачивать. Здесь выбираем раздел, который у нас есть. Как мы помним, у нас 4 раздела. Не нулевые. Вот они. Boot. Здесь выбираем. Как мы видим, FlashTool предлагает только 3 раздела. Boot 1, boot 2 и user. То есть, в принципе, регион RPMB, он нам не нужен. Мы его сливать и не будем. Значит, сейчас делаем. Сначала сольем boot 1. Что мы делаем? Выбираем здесь его, boot 1. Дальше старт адрес. Они все нулевые. То есть его можно не трогать, они нулевые. Их не трогаем. И дальше забиваем параметры в следующую ячейку. То есть берем отсюда, смотрим. Вот видите наш размер. Можно прямо вот мышкой, там не забивая руками, до первого блока с цифрой. Берем, копируем. Вставляем сюда. Прямо начиная с блока, которого мы вставили. Вот, видите? Еще раз покажу. Вот скопировали размер. Поставили сюда. Нажимаем ОК. Вот для проверки, что у нас получилось. Видите, старт адреса все нулевые. Дальше размерность. Можем, в принципе, проверить, правильно у нас получилось. Вот, смотрим, да, размерность. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 нулей и 11 цифра. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цифр. Это раздел boot 1. Вот он, видите? Boot 1. Сохраняться он будет как ROM 0. Сворачиваем. Запускаем процесс readback и подключаем, опять же, наше устройство. Так. Сейчас пойдет процесс снятия дампа. Это раздел маленький, первый бутовский, boot 1. Вот он считал. Нажали ОК. Опять можно отключить. Смотрим в папочке dump. Должна появиться файл ROM 1. Вот он. Размерность 4 гигабайта. Сразу скажу, обычно в boot 1 зашит загрузчик прелодер. То есть мы потом из него, из этого файла, средствами, программками есть на том же 4PD, можем вытащить прелодер, если можем делать прошивку для себя, там, может, модифицированную, если вы там хотите делать, из этого файла. Вот первый файл слили. Дальше абсолютно по такой же схеме сливаем другой раздел. Так, ну этот можно удалить. Добавляем. Так, ну, проверяем, чтобы у нас стоял галочка на прелоде. Да, опять же, ну мало ли собьется что-то еще. Это мы делать не нужно. Дальше добавляем следующий раздел. Выбираем название. Будет ROM 1. Здесь выбираем boot 2. Также размерность та же самая. Они похожи. В принципе, некоторые не сливают. Но раз требуется к листу, значитольем. Вставляем. Окей, проверяем. Нулевые адреса. Размерность 1, 2, 3. Название boot 2, как ROM 1 идет. Нажимаем также readback. Подключаем наше устройство. Видим, что пошла заливка. Окей. Эти размерности маленькие, поэтому, соответственно, ничего долгого с ними не будет. Вот, еще раз смотрим. Получился второй файл. Они, в принципе, вообще идентичны. Я говорю, некоторые не сливают ROM 1, boot 2. Но мы слили, пусть будут. Дальше. Удаляем. И остался последний раздел. Как я уже сказал, RPMB он не берется, не сливается. Последний раздел юзерский. Он долгий, сразу могу сказать. Сливаться он будет долго, 29 гиг с копейками. Это часа, наверное, полтора. Так, ну, опять же, повторение мать учения. Проверяем, ничего не сбилось нигде. Нам не надо. Добавить. Выбираем ROM 3. У нас будет. Вот он. Видите? Сразу предлагает по умолчанию регион юзер. Вот он. Нулевые, как я сказал, стартовые адреса нулевые. Забиваем размерность. Вот она. Оп. Проверяем. В папке dump будет ROM 3, регион user. Проверяем размерность.
на всякий случай. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмая цифра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмая цифра. Запускаем фидбэк. Опять также подключаем наше тело. Пошла заливка. Ну вот видим. Видите внизу тут сколько слился. Скорость закачки. Прошло 17 минут. Сливаться, говорю, будет долго. Видите, прошло 20 секунд, еще даже 1% слил только 100 мегабайт. В общем, вот второе наше видео, касающееся этого устройства. Я показал, как сливать дамп памяти. Для чего нужно? Это ваша страховка на случай, если что-то пойдет не так. То есть вы всегда можете восстановиться. Хоть прошивку зальете, ну, либо папочка в write memory, то есть зальете сразу вот эти вот сектора ROM 0, 1, 2 на свое тело и поднимете его. То есть это ваша страховка. Что-нибудь будете делать, прошивки ставить, рутировать или что-то еще там, патчи устанавливать. Всегда сливайте дамп. Ну, на сегодня все. Что я вам хотел рассказать, я рассказал. Подписывайтесь на канал, если хотите, задавайте вопросы. Ссылки, как я уже сказал, размещу внизу, где вы найдете драйвера. Если проблемы какие-то обычно с флешем, флеш-тулами идут различные, есть способы запустить, ну, конкретно вот эту магнитолу, да. Я знаю, что некоторые с питанием подключают, то есть, ну, почитаете, даже на том же 4PDA форуме, как запустить, то есть там, как мы знаем, в тех же смартфонах там аккумулятор вытаскивают. Ну, в общем, обычно проблемы либо с драйверами, либо с флеш-тулом. На процессоре МТК поднять можно все всегда и слить можно все. Всем счастливо, всем пока, до свидания.